привет! Меня зовут Юля, канал Ауникири. И сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такого вот питомца губки Боба, улитку Гэри. У меня это вот такой вариант улитки. Она цельно вязаная, вяжется легко и просто. А также можно связать и без подложки красной. Но вообще в мультике у нее красная подложка. Радужка глаз. А тут 12 миллиметров, глазки вот такие миленькие, черненькие. Они входят совсем небольшие. Вот около 5-6 сантиметров, 5,5 в длину и в высоту 5, пусть будет 5 сантиметров. И это я вязала из пряжи Woolens Bunny Baby. Из другой пряжи они могут быть еще меньше. Также для вот этих пятнышек можно использовать или кружочки от радужки глазок, вот эти глиттерные, или же вырезать с помощью дырокола и фоамирана или фетра вот такие сиреневые кружочки, или просто вышить. Вот также нам понадобится и красная нить для вышивания. В общем, и можно для вот этой подложки, для ножки вот этой, можно использовать какую-то бирюзовую пряжу, и тоже будет смотреться отлично. Если вы хотите глазки вот такие вот с подложкой красной, с радужкой красной, то глазки 10 миллиметров. И вырезаем вот эту вот красную часть 12 миллиметров. А если просто черные, то 12 миллиметров полубусины черные. Также можно использовать какие-либо кабошоны с красной радужкой. Будем пробовать и искать какие-то новые варианты. Также у меня есть и сам Губка Боб мастер-класс. Если вдруг кому-то нужно, заходите, вяжите. И там не только Губка Боб, и Сквидвард, и Планктон, и Патрик, конечно же. Можно их тоже связать. Просто проходите на мой канал, плейлист мастер-классы. И там вы найдете множество мастер-классов и героев мультика Губка Боб и других. А сейчас будем вязать Гэри. А для вязания нам понадобятся такие материалы. Глазки полубусины либо 10, либо 12 миллиметров. Плюшевая пряжа метражом 100 грамм на 120 метров. Вяжу крючком 3,5 миллиметров. Способ вязания галочки. Начинаем вязание розовой нитью. Будем начинать с вязания панциря. И набираем в кольцо амигуруми. Это у нас 2 воздушных петли, или если у вас позволяет сделать кольцо амигуруми, то делайте кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Отмечаем маркером начало ряда. Вяжем второй ряд 6 прибавок. Во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида в конце ряда. Третий ряд вяжем столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза. Два. 3. 4. В следующую петлю вяжем столбик без накида. Далее у нас должна следовать прибавка. Ее мы будем вязать столбик без накида плюс шишечка. Белым цветом будет глазик в одну петлю.
То есть в следующую петлю вяжем столбик без накида розовым цветом. Далее вводим в вязание белую нить. И в эту же петлю вяжем шишечку, состоящую из 5 столбиков с одним накидом в одну петлю с единой вершиной. 3, 4, 5. Также эту шишечку я завершаю белым, провязывая все петли белым, и далее заканчиваю розовым. В следующую петлю вяжем столбик без накида. И далее у нас следует опять прибавка, которая будет состоять из шишечки плюс столбик без накида. Ну, начинаем мы в этот раз с шишечки белым цветом в эту петлю, в следующую, в последнюю оставшуюся. Вяжем шишечку белым цветом, состоящую из 5 столбиков с одним накидом в одну петлю с единой вершиной. Провязывая в конце белым и завершив розовым. И в эту же петлю, в которой мы вязали шишечку, вяжем столбик без накида. В конце ряда у нас должно выйти 18 столбиков без накида. Белую нить мы можем завязать и отрезать. Вяжем 4 и 5 ряд, 18 столбиков без накида, 2 ряда без изменений. Провязываем по 18 столбиков розовым цветом. Мы провязали 4 и 5 ряд. Следующий 6 ряд вяжем 9 убавок. В конце этого ряда у нас должно выйти 9 столбиков без накида. Маркер я уже убираю, он мне не нужен. Далее у нас будет смена цвета. Будем вывязывать подложку, вот эту вот часть, ножку его, слизкую ножку улитки, в общем. Она у нас синим цветом или бирюзовым. Так, меняем цвет нити на синий, при этом оставляя вот достаточно большой кончик, вот где-то вот такой.
И меняем цвет нити на синий. Завяжем с розовой. Розовая нам уже не понадобится. Далее мы будем вязать за передние полупетли. У нас есть задняя полупетля, это дальняя, которая внутри, во внутренней части игрушки, ближе к внутренней части игрушки. А есть ближняя, которая ближе к нам. Мы будем вязать за ближнюю, которая ближе к нам. Вяжем соединительный столбик. Обратите внимание, что последняя у нас была убавка розовым цветом, и не провяжите случайно в убавку, а провяжите в следующий столбик, так как тут легко можно спутать. Вяжем соединительный столбик, воздушную петлю, в эту же петлю соединительный столбик, воздушную петлю, в следующую петлю соединительный столбик, воздушную петлю, в эту же петлю соединительный столбик, воздушную петлю, следующую петлю вяжем полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, в эту же петлю вяжем воздушную петлю, и в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом, и в эту же петлю полустолбик с накидом. Дальше воздушную петлю и в следующую соединительный столбик, воздушную петлю, в эту же соединительный столбик, воздушную петлю, в следующую соединительный столбик, воздушную петлю, в эту же соединительный столбик, воздушную петлю, и далее вяжем 3 соединительных столбика, также за передние полупетли. По розовому. И дальше уже переходим на синий и провязываем за синее тоже соединительный столбик. Вот так должна выглядеть заготовка. Я не знаю, фокусируется, но как всегда. Вот. Далее будем вязать поворотными рядами. Без воздушной петли поворачиваем и в следующую петлю за обе стенки вяжем 3 столбика без накидов. В каждую петлю по одному столбику без накида. Раз, два, три. Поворачиваем. Вяжем еще 3 столбика без накида. Тоже поворот делаем без воздушной петли. Последнюю петлю провязываем, вот, чтобы вот эту зацепить, которая вот тут вот так торчит непонятно. Так, провязали. Далее поворачиваем, вяжем убавку, тоже без воздушной петли, убавку и столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушных петли, и будем присоединять с помощью соединительного столбика эту цепочку к глазику. Ой, куда я? К глазику. Вот где я крючок держу. Вот сюда. К одному глазику.
провязали 2 воздушных петли и присоединяем к глазику с соединительным столбиком, к глазику, который находится напротив этой цепочки. Далее отрезаем ниточку, вытягиваем. Сейчас присоединим нить с этой стороны, тоже синюю, и вывяжем тоже 2 воздушных петли и присоединим их к второму глазику. Так. Вот куда я ввела крючок. Присоединяю сюда нить и вяжу 2 воздушных петли. И тоже присоединяю к глазику с помощью соединительного столбика. И отрезаю. И вытягиваю ниточку. Так, вот что у нас получилось. Далее берем и эти кончики с помощью крючка вытягиваем внутрь, чтобы завязать их вместе во внутренней части игрушки. Кончики от присоединения к глазкам. Так. Вот так. И стараемся максимально туго их завязать на несколько узлов. Еще у нас остается вот этот кончик с начала второго вот этого присоединения. Его мы аккуратно выводим так вот с помощью крючка тоже вовнутрь игрушки. И можно завязать с синей или с розовым кончиком. Так, эти кончики прячем внутрь. Сейчас набьем вот этот вот панцирь. Нужно нам немного наполнителя. После вязания мы оставили кончик вот такой длинный, для того, чтобы закрыть вот это отверстие. И тут мы сейчас будем провязывать убавки за петли, которые у нас остались после провязывания вот этой вот ножки. То есть сейчас мы будем вязать за заднюю полупетлю вот этого розового цвета, который у нас... Ой, что ж это не фокусирует? Вот, розового цвета, которая у нас осталась после провязывания вот этой ножки синей. Будем вязать убавки, тем самым закрывая отверстие улитки. Можно не заморачиваться и оставить розовую нить и закрыть отверстие розовой, но мне больше нравится голубой, синий. Ну, то есть цвет вот этой ножки, чтобы оно не сильно отличалось. И делаем убавки. Тут
всего 9 петель. Так, слишком близко, наверное. Это я с запасом оставила кончик, чтобы хватило уж точно. Вы можете потом измерить, сколько точно кончик нити вам понадобится, если будете вязать их в большом количестве. Так. Далее стягиваем кольцо с помощью иглы. Вот. Можно донабить, если вы чувствуете, что не хватает. И закрываем отверстие. Делаем узелок, закрепляя нить. И прячем кончик внутри игрушки. Вот такая заготовка улитки у нас получается. Дальше уже оформляем по своему усмотрению. Чтобы она была похожа на Гэри, я ей делаю пятнышки. Используя вот такие вот остатки, кружочки от глазок сиреневого цвета. Также их можно или вышить, или из фетра такие кружочки приклеить. Также вышиваем вот такую спираль, тоже по желанию, или можно вышить что-либо другое. Сейчас покажу, как я буду вышивать. Берем красную нить. Вытягиваем ее, выводим посередине. И будем вязать вот такую вот спиральку. Я, конечно, не мастер в вышивании. Но это чтобы обозначить, что это ракушка. Что там есть такой вот завиток. Также со второй стороны. Вяжу посередине. Так вот примерно получается. Завязываем кончики нити и прячем внутри. Вот такая улитка получилась. Решила в этот раз поставить ей вот такие вот кабошоны, глазки. Попробовать такой вариант. И ротик добавила. Также сделала вот эти вот пятнышки, вырезала кружочки из фетра и приклеила. Вот сравнение с этой. Также тут я заканчивала вязание розовой нитью. Просто после вязания панциря оставляла розовую нить и потом уже в конце вязания закрывала отверстие. А тут вот синий.
такие чудные улитки. Желаю вам приятного вязания. Если что непонятно, спрашивайте. Всего хорошего. До следующего видео.